И из многих-многих тысяч людей говорится, «Манушинам сахасришукачиты дати сидае». Древний санскрит. Из многих-многих тысяч людей давали один стремиться к совершенству, то есть к счастью как таковому. Поэтому сначала нужно понять, что же такое счастье. Есть ли оно вообще на самом деле? Спешу сказать правду. В этом мире счастья нет. То есть его не надо искать в мире. Это опять та же тема, видите. Счастье — это я, чистое я. Во мне есть природа, чистая природа. Она есть источник счастья, который вот ожидает этого счастья каждую секунду. Это ее природа. Быть счастливым постоянно. Поэтому мы вот ищем, перескакиваем. Мы вот включены в эту жизнь, в поиски во внешнем мире и не находим никогда. Ну вот, помните эту историю мускусного оленя, например. Мускусный олень по весне выделяет мускусы собственного пупка. Это духи, ароматическое вещество. Очень ценное. И когда этот запах мускуса попадает в нос самому оленю, он с ума сходит от него. Так возбуждается. Весна, это называется гон. Весенний гон. Он ищет объект, пока не найдет олениху. И думает, вот мое счастье. Но побудительная причина исходит от него самого. И проецируется на кого-то. Вот что происходит. Мы свою эту внутреннюю природу забытую проецируем на внешний мир. А внешний мир мертв. Так говорят мудрецы. Тело называется асад. Это комок материи, хотя хорошо устроенный. Хитроумное устройство очень, даже биологическая машина прекрасно создана природой. Самовоспроизводящая, мы рождаем детей, мы воспроизводим сами себя поддерживаем, у нас тут есть тонкое тело, разум, ум, чувства, мы добавляем себе пищу и так далее, мы организуем общество. Но это все делает материальная природа, не мы с вами. Не сознание, не душа. Потому что наша душа, наше сознание маленькое даже не может понять, что в теле происходит. Никто не управляет своим телом как нервной системой, пищеварительной системой, кровеносной системой. Оно действует просто по законам природы. Это часть этой огромной природы, мое вот это тело физическое. И все эти тела вокруг — это подобны машинам разных типов, где один и тот же водитель того же качества, но в разных машинах совершенно по-разному себя проявляет. И мы называем это мужчина, женщина, дерево, трава, насекомое, не знаю, кого угодно, все живые существа, разные типы машин. А жизнь, суть ее одна — это счастье. Все в поиске счастья. Даже микроорганизмы стремятся удовлетворять свои чувства, если у них есть касание какое-то или вкусовые ощущения. Все стремятся к этому, все стремятся взаимодействовать чувствами. И самая организованная машина — это человеческое тело, где очень тонкое устройство, видите, у нас есть память сердца, то есть любовь. Начинаем чувствовать любовь. Любовь — это сосед души. Собственно, душа — это и есть любовь. Очень трудно описать вещественно душу, но в Гите описывается. Несколько точек зрения, как можно это увидеть по факту, не теоретически. Дух, то есть само живое существо, отличное от этой кожи, от костей, от процесса старения или увядания. Мы отличны от этих процессов, потому что это действует просто материальная природа. Личность в теле, меняющемся, не меняется никогда. Я остается тем же самым. Я могу чувствовать себя по-разному, это другой вопрос. Я чувствовал себя ребенком и думал как ребенок. А потом я поменял свое представление о жизни, когда подрос немножко и влюбился в девушку и захотел жениться. А затем еще раз поменял свою точку зрения, ощущения, когда устроился на работу, стал делать себе карьеру. А в старости еще что-то стал понимать. Но это был тот же самый я, не кто-то другой. Я не изменилась. Личность та же самая была, неизменная. Вот это есть душа. Первый пример. Первый пример Бхагавад-гиты. Вот это счастье неизменно внутри меня. Не меняется.
И все, говорит, любви все покорные, старики, молодые, дети, все ищут счастье, все любви. Это я. Неизменно ищет счастье. В любом возрасте, при любых обстоятельствах, в любой стране. Какой бы ни были концепции измов, коммунизмов или капитализмов, или вероисповеданий, неважно, все стремятся к счастью. Все живые существа. Природа, я. А тело просто говорит, хочу есть. И мы должны это делать. Хочу спать, и мы должны устраивать это все. С возрастом особенно вы начинаете понимать, что столько возни с этим телом. Пока мы молоды, может быть, это доставляло нам радость, там, знаете, как-то, а потом, кажется, как-то бремя. Для тех, кто постиг душу, тело становится бременем. С ним много возни, слишком много тратится время на поддержание тела. Потому что наша духовная суть совершенно свободна. Стремится к свободе полной.